Здравствуйте, друзья! С вами канал Пластмассовый енот. Канал от ИПА и не только. И сегодня, спустя ровно полгода, мы снова в Питере. На этот раз мы в гостях у компании Starline, лидера по производству охранных автомобильных систем, а также, как мы видим, беспилотных автомобилей. Первым делом, пожалуйста, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал и напишите в комментарии, боитесь ли вы встретить на дороге вот такую беспилотную фуру. И в этом видео мы проведем обзорную экскурсию по производству автомобильной сигнализации на компании Starline и сделаем акцент на литье пластмасс под давлением. Добрый день, коллеги, меня зовут Андрей, я руководитель цеха литья пластмасс. Я расскажу вам о нашем цехе, что мы здесь производим. Прошу обратить внимание на наши станки. У нас есть 8 термопласт-автоматов, 7 станков горизонтальной компоновки и 1 станок вертикальной компоновки. Станки производства компании Engel, австрийские станки. Станки горизонтальные, они электрические, с отдельной гидравлической станцией для привода гидравлических узлов на пресс-форме. Вертикальный термопласт-автомат, он у нас полностью гидравлический. Так как габариты помещения не позволяют установить кран-балки или какие-то другие грузоподъемные механизмы, мы используем мобильный кран грузоподъемностью 2,5 тонны. С помощью него мы производим установку пресс-форм на наши термопласт-автоматы. А как часто в течение смены меняются формы на станке? Ну, у нас замена пресс-форм происходит где-то порядка 80 раз в месяц. То есть у нас нечастая смена пресс-форм. Соответственно, есть контрактные заказчики, у которых специфика такая, что нечастая смена цвета, либо какой-то комплектации, поэтому замена пресс-форм не очень часто. Где-то 3-4 дня форма работает в среднем на станке. В среднем, да, совершенно верно. Есть некоторые пресс-формы, которые стоят и работают целый месяц. Из интересного, здесь у нас представлен двухкомпонентный станок. У нас есть горизонтальный и вертикальный узел впрыска. И вот интересно посмотреть на работу пресс-формы. Здесь делается двухкомпонентное изделие. В нижней части льется АБС-пластик, в верхней части льется термоэластопласт. Соответственно, подвижная полуформа совершает еще поворот вокруг своей оси. Как раз вот происходит поворот, идет смыкание, и сейчас будет доливаться термоэластопласт. А пресс-форму для этой машины вы тоже сами делали? Пресс-форма изготовлена самостоятельно. В свое время были использованы горячие каналы европейские, импортные. Сейчас горячие каналы используются российские, либо там получается производитель Юда. Соответственно, полный цикл изготовления пресс-форм происходит у нас. Какие особенности у этой формы? Больших каких-то особенностей нет. Получается материал АБС, термоэластопласт, температуры все стандартные, с конструкционными пластиками, да, то есть не работаем с полиолефинами, там нам не нужны низкие температуры термостатирования пресс-формы, то есть наши температуры 40 и выше. А в чем преимущество вот, машины двухкомпонентной от машины обычной там, с литьем закладных деталей? Ну, время цикла и логистика, да, то есть мы получаем в отдельных машинах 2 детали, допустим, первую деталь льем и потом ее закладываем. То есть мы произвели деталь, либо ее храним, транспортируем, потом закладываем, либо это параллельно 2 у нас располагается термопласт-автомата, да, мы одновременно работаем здесь, все достаточно точно, да, то есть никаких перемещений, не нужно делать закладку, поэтому в этом и есть преимущество. То есть это снижает брак или это как повышает качество? Точно это повышает качество. Те изделия, которые сейчас делаются на двухкомпонентной машине, они раньше делались именно на однокомпонентной с закладными релись? Или эти изделия сразу вы делали изначально на двухкомпонентной? Ну, изначально исторически данный корпус, вот именно это изделие, оно производилось разными деталями, то есть были верхняя и нижняя крышка, и в середине была кнопка большая, как мембрана. И было принято решение сделать новый продукт, и уже этот новый продукт сделать с прокладкой внутри, чтобы вот уменьшить вот эти затраты на логистику, на сборку, на точность и так далее. То есть перешли с однокомпонентной, с двух стадий, получается, на обычных машинах, на двухкомпонентное литье.
Раньше корпус вообще просто закупался, то есть было принято решение, когда ТАФ пресс-форма вышла, отработала свой ресурс, то уже мы приняли решение делать и новые изделия, да, и новую, получается, пресс-форму с учетом потерь. Да. А машины у вас все стоят, получается, Энгель австрийские, да? Машины Энгель. Каким принципом вы подбирали? В свое время, да, когда все это было доступно, это 2015 год, Энгель был один из передовых производителей, и было знакомство с этими машинами на другом производстве. С точки зрения многокомпонентного литья, данные машины были у Энгеля, даже вообще у других производителей, они были в единичном виде. И Энгель был более расположен к тому, чтобы погрузиться полностью в наши проекты и сделать эти машины. Они просто были единичными. То есть сама компания Энгель делала просто даже доработки у нас. То есть машины были сырые, честно говоря, были трудности, но это, не буду говорить ничего плохого, прям что именно компания Энгель, это просто был новый продукт. То есть эти все машины, которые стоят в цеху, они покупались одновременно, да? Нет, была постепенная закупка была. То есть сначала мы были в отдельном цехе, у нас было в том цехе 3 машины, была самая маленькая усилием смыкания 50 тонн, потом докупалась усилием смыкания 160, вот это двухкомпонентное, и усилие смыкания 220 тонн. Следующее мы посмотрим, она трехкомпонентная. Мы были в другом цехе, в соседнем, вы тоже можете потом посмотрите. И потом, когда у нас было развитие, строилось, переоборудовалось помещение, да, делался цех литья именно здесь, была вторая партия закупки оборудования. То есть сначала был 15-й год, потом 18-й. Я так понимаю, вся периферия, и роботы, и загрузчики, да, они покупались тоже вместе с машинами. Здесь большое преимущество компании Энгель в том, что они, помимо своих линейных роботов Viper, да, которые устанавливают, они еще устанавливают антропоморфные роботы. Здесь у нас Кука, и здесь сделана полная интеграция, то есть мы делаем управление роботами именно с панели оператора. То есть у робота вообще пульта нет отдельного, да? У робота есть отдельный пульт, это пульт именно Энгель. То есть местный московский Кука, когда у нас были проблемы по роботам, вот, мы обратились в Москву, они были очень удивлены, почему у нас нет отдельного пульта Кука. То есть какая-то австрийский Энгель, да, договорился с Кукой передать все протоколы обмена, да, и, соответственно, сделать полную интеграцию. То есть для наладчика это очень удобно. То есть мы как работаем с антропоморфным роботом, так работаем с линейным вайпером, и все это программируется одинаково. Есть, конечно, там какие-то дополнительные опции. То, что можно для линейных роботов приобретать для 6-осевого, здесь программируешь полностью все, что можно реализовать. А по какому принципу выбирали, где использовать линейные, а где 6-осевые? Здесь просто физические возможности. Смотрим, да, где стоит линейный робот, он стоит на неподвижной плите. Здесь некуда поставить его. Здесь его просто некуда поставить. Можно было поставить как отдельную станцию, да, на отдельной раме, но это потеря пространства. Вот, поэтому решение так называемое как стенд-элон роботы делаются, ставятся отдельно, да, но здесь просто стенд-элон робот и полностью интегрирован в термопласт-автомат. А оснастку для роботов делаете полностью сами, да, для себя? Оснастку для роботов делаем самостоятельно. Это сейчас достаточно простой процесс, потому что есть комплектующие, они сейчас позиционируются как конструкторы для профессионалов, профиля, плунжера, присоски и так далее. Каждая машина, получается, оснащена роботом, да? Везде съем деталей? Каждая машина оснащена роботом, да. Основная функция – это съем изделий. Были некоторые проекты, где производилась укладка закладных деталей, вот, в пресс-форму. Но в основном сейчас это пока только съем. А вот по инфраструктуре цеха, я смотрю, есть централизованная система подачи сырья, да? Совершенно верно, да, централизованная система подачи сырья – это компания Koch. А сколько у вас видов сырья? Один станок, да, он работает. Здесь два сырья. Здесь получается, подача, один бункер получается, да, но этот станок подключен к дозатору, который размещен на участке подготовки сырья. То есть сюда прилетает уже готовая смесь. Вот. Максимально мы приготавливаем 3 компонента. Но в основном это 2. И
по большей части сейчас переходим на то, что уже получаем окрашенное сырье. Уже подаете через систему окрашивания. Просто уже окрашенное сырье, то есть заказываем именно компаундированное сырье. Это, ну, естественно, преимущество. Не нужно готовить смесь, точность, гомогенность расплава, распределение цвета и так далее. Вот получается, здесь каждая труба это отдельный вид материала, да? То есть, Да, в верхней части мы с вами видим такой пакет труб. Соответственно, идет вакуумная труба, центральная магистраль, да, и одна магистраль для подачи сырья с участка подготовки сырья. Потому что здесь есть, видите, установлены локально дозаторы. Соответственно, мы три компонента дозируем с участка подготовки сырья. Вот они, получается, эти бункера. Здесь гравиметрический дозатор. Здесь весы, которые установлены на тензометрическом датчике. И три компонента дозируются, и получается уже смесь. То есть мы не приводим к одному станку именно, там, допустим, 3 трубы. То есть идет локальная подача, допустим, загрузка вот раз труб именно локальная. А здесь, получается, да, идет подача как бы двух видов сырья. Так как мы работаем в основном с конструкционными пластиками, то есть основной приоритет это АБС пластик, дальше мы применяем полиметилметакрилат, это для защитных стекол брелоков. Прозрачные, да, совершенно верно. И поликарбонат, это контрактные заказчики в основном. К нам приходят производители электроники, и у нас принцип одного окна для производителей электроники. То есть когда пришел клиент, ему нужно получить готовые изделия в коробочке. Мы это можем предложить: электроника, пластиковый корпус, соответственно, пресс-форма и так далее. Контрактное литье, которое здесь чем загружены машины, это в основном тоже на электронике, да? Все, да, вот рассчитано на электронику. То есть мы там не работаем с упаковкой, потому что, если мы поставим сюда, будем работать на полиэтилене, да, то есть у нас цикл будет очень большой, это будет просто невыгодно. А вот смотрю, машина это вообще трехкомпонентная, да? Смотрю, 3 узла впрыска. Да, верно, это машина трехкомпонентная. В данный момент машина работает с одним компонентом. Здесь пресс-форма установлена на корпус основного блока. Пресс-форма интересна тем, что здесь сменные шубера установлены. То есть здесь у нас вот есть шубера. Вот, и есть у нас корпус, и в нем просто разные типы разъемов присоединения. То есть мы сейчас полностью переходим на корпуса с разъемом Type-C. И для разных охранных комплексов, для разных серий у нас там есть E, ES, ES. Вот здесь еще лежит отдельный шубера, то есть на одной пресс-форме мы делаем 3 вида корпуса. То есть меняется формообразующий вот этот знак с шибером, да? И получается, что да, изделие... меняем, да, получается. Делаем продувку, да, сливаем теплоноситель, теплохладоноситель. Мы применяем, у нас здесь смесь воды и этиленгликоля до минус 30 градусов. Охлаждение централизованное происходит с помощью уличных фрикулеров. То есть, соответственно, у нас минимальная температура охлаждения – это минимальная температура на улице. Если будет жарко плюс 30, то есть у нас минимум будет это 30 градусов. Но так как мы работаем от 40, для нас это достаточно. То есть чиллеры вообще не используют? Чиллеры. У нас есть термочиллеры на машинах локально, но они могут охлаждать, но мы это не применяем. И термостаты, чиллеры, они вам не нужны? Получается, напрямую из фрикулера идет вода, охлаждающая жидкость, точнее, идет в пресс-форму. Но она идет на термостат. Есть отдельный термостат. Термостат есть. Здесь вот они установлены. Честно говоря, да, там открытые боковые стенки, потому что не без проблем. Вот. Без проблем. Есть протечки, есть ремонты. Но это, это живое, да, производство. А термостаты и вот остальная периферия, это европейские тоже марки, да? Это была Италия, это были Пикабокс. Вот. Можно поближе подойти, посмотреть. Это Пикабокс, но тоже поначалу они были такие достаточно сыроватые. То есть были с ними проблемы. Вот, есть у нас на отдельной машине на усилием смыкания 50 тонн маленький термостат Пикабокс.
Но это непонятно, кто у кого взаимствовал. Это там китайцы, там Шини, допустим, либо там Пикабокс. Конструкция единая, простая, и он самый надежный. Потому что он работает в режиме только термостата. Здесь у нас еще есть охлаждение, виден компрессор. Вот. И очень много проблем, когда у тебя единое устройство, оно достаточно такое сложное. Но идет перегрев, чувствительно все это к отложениям, то есть все равно идет нагрев, идет накипь. В этиленгликоле есть присадки, которые флуоресцирующие, да, для определения утечек. И происходит осаждение, то есть за 4 месяца осаждается на стенках, вот, теплообмен затрудняется и приходится чистить. Дополнительно на термостаты, я покажу еще такой более глобальный термостат, это у нас компания Blauer, тоже Италия. Вот. И мы делаем систему трубопроводов таким образом, чтобы можно было сделать промывку. Чтобы была просто циркуляция, не подача на пресс-форму. Просто была циркуляция. Заливаем туда лимонную кислоту, обычную пищевую лимонную кислоту. Делаем промывку и все, потом дальше в строй. Понимаю, система вентиляции, да, и вот эти синие прекрасные трубы и, соответственно... Здесь это локальная вытяжка, если мы сливаемся с экструдера, да, соответственно, подводим купол, это локальная вытяжка. А сверху это у нас приточная вентиляция, они еще выполняют роль фильтра. Сейчас видно, даже там получается специальное отверстие сделано, да, видна как бы пыль. То есть все равно приточка, она еще дополнительно. Принудительная приточка, да, они постоянно надуты. Так как, да, они постоянно надуты, на электронных производствах там высокие требования к чистоте и делается избыточное внутреннее давление, чтобы вся пыль не могла проникнуть в помещение. Так как здесь у нас литье, здесь немножко другая планировка, есть ворота, то есть, соответственно, здесь не создается такое высокое избыточное давление, не такой класс чистоты, как на электронном производстве. Угу. Понятно. Это получается, это приточка, а вытяжка через что происходит? Через вот эти вот вытяжка, да, локально еще есть? Локально есть на колоннах, да, видим такие раструбы с сетками, то есть они практически возле каждой колонны установлены. То есть это вытяжка. Это рабочие места наладчиков, сотрудников ОТК. На производстве в соответствии с системой менеджмента качества у нас сделана разметка рабочих зон. В данной, например, зоне у нас зона подготовки к выходному контролю. Вся продукция, которая делается на станках, в конце смены она сюда укладывается. У нас есть этикетки. Вот, и на этикетках есть отметки ОТК. Когда проверка будет произведена, то ОТК ставит свой штамп. И мы здесь видим галочку, что здесь у нас продукция окей. Да. А контроль производится вручную, визуально, или какой-то есть механический контроль, машинное зрение? Нет, у нас машинного зрения у нас нет. Контроль производится визуально и функционально. То есть это, если мы делаем корпус какой-то, мы берем печатный узел, закладываем печатный узел в корпус, проверяем собираемость. Такого, чтобы, допустим, мы когда делаем бутылку и у нас там контролируем внутренний там, и наружный диаметр горловины, либо резьбы, у нас такого нет именно в изделиях Starline. Мы привели именно к этому, чтобы уменьшить вот этот инструментальный контроль. Угу. То есть из каждой партии берется какая-то выборка и производится осмотр, сборка? Ну, да? Получается, в данном примере сейчас у нас изделие просто ссыпается в коробку. И мы видим, что оно ссыпается сейчас в буфер. Упаковщик подходит и делает оценку качества, делает контроль качества и потом перекладывает уже в коробку. Есть лист контроля, где упаковщик, наладчик, упаковщик делает, когда проверку делает, он делает отметку, какое время, да, и ставит подпись, что он произвел контроль. То есть он по регламенту раз там в час, в два какой-то интервал времени должен подойти? Определенный регламент, да, по инструкции они это все делают. Вертикальная машина. Основное преимущество в том, что у нас есть нижний подвижный стол, и мы можем использовать несколько нижних полуформ.
есть одна верхняя полуформа, допустим, 2 либо 3 нижние полуформы. И за то время, когда у нас идет цикл литья, мы можем уже с другой полуформой работать. То есть здесь используют закладные, да, используются на Совершенно верно, да. Используются закладные, как говорится, гравитация на нашей стороне, потому что с горизонтального термопласта автомата закладные элементы быстрее Есть ограничения. Да, выпадут, либо форма сложнее. Выпадут, либо будет сложнее форма. А закладываются при помощи робота, я смотрю, вот стоит тоже все силы. Здесь машина комбинированная, здесь у нас видим, что есть робот и есть еще у нас световая штора. Можно зайти, на машина работает. Здесь есть световая штора. И можно работать просто без робота, то есть как раз он в вертикальном положении, чтобы мог оператор сюда зайти и работать. В зависимости от формы и так, да, используется. Совершенно верно. Автоматизация иногда очень дорогая. То есть если просто закладывать роботом, это очень дорого. К нам приходят клиенты, у которых партии маленькие партии, поэтому бюджетнее делать так. А эта машина полностью гидравлическая, да? Да, не гибридная? Она получается полностью... она гидравлическая, но есть гибрид, соответственно, там электропривод Шнека. Набор дозы? Да, набор дозы, он электрический получается. Вот. И есть такая комбинаторика. В данном случае здесь у нас что производилось? Данная машина у нас льет стекло, мы ее просто выделили как отдельную машину, потому что было только почистое, да, то есть прозрачные стекла. И у нас была такая вот сложность, что много включений пошло. То есть решили сделать проверку. Мы сняли этот полностью материальный цилиндр, всю шнековую пару сняли, установили на горизонтальный станок, потому что там это удобно вытащить, на нем удобнее вытаскивать шнек. Тоже установили, получается, как вертикальную, да? Ее? Нет, мы его просто сняли, поместили на горизонтальную машину, вот, и вытащили, извлекли шнек, произвели чистку и определили то, что у нас не интенсивно охлаждается загрузочная зона загрузки. Потому что здесь есть специфика, получается, если посмотреть, там оператор подснимет, загрузка идет под углом сбоку, то есть если надо будет с той стороны посмотреть. Вот. И траверса, охлаждение траверса, каналы траверсы, они, получается, все каналы, грубо говоря, в горизонтальной плоскости. Соответственно, все отложения, они просто легли. В горизонтальной машине каналы траверсе, они, получается, вот так вот идет по дуге, да, и, соответственно, от отложения они как бы спускаются туда как бы вниз и выходят. А тут застой получается. А здесь получился застой, да, и нам пришлось почистить, и интенсивность теплообмена она установилась. Вы сказали стекло, это получается ПММА. Мы называем это да? стекло, да, как бы, да, по-бытовому, это полиметилметакрилат. Почему полиметилметакрилат, не поликарбонат? Потому что мы используем отрезание литников и режем с помощью CO2 лазера. Вот эта машина, она отрезает литники, да? Только? Да, отрезают литники. Вот так вот выглядит отливка для стекла. Это для брелка серии А96. Робот в автоматическом режиме отделяет от центрального литника. У нас есть установленный пневматический кусач. И у нас отдельно здесь идет литник. И стеклышки отдельно, как бы 4 штуки, да, располагаются здесь без литника. Соответственно, у нас есть стекла с приливами, с этим, с бананчиком таким. И оператор уже берет стекло и закладывает в лазерный гравер, делает закладку. Нажимает кнопку старт и происходит отрезание. Почему именно лазером? Это для точности, для чистоты поверхности? Лазером не сколько для точности, но сколько для ускорения процесса, потому что механически, если делать, да, работать с полиметилметакрилатом, да, казалось бы, взять просто и отломить. Уже даже сейчас мы с вами видим, здесь есть трещина. В самом начале, на старте, мы фрезеровали. То есть, когда были первые отливки, делали фрезеровку, все это долго. Сначала отламывали, потом фрезеровали, получается? Получается, нет. Сначала откусывали, да, до промежуточного состояния, а потом сфрезеровывали. Это цикл где-то минута на одно стекло уходило. Это очень долго. Здесь цикл литья в целом у нас получается 40 секунд.
вот, по 10 секунд на стекло, да, и оператор успевает. Цикл резки 3 секунды, то есть больше идет закладка. По поводу литья силикона. У нас есть станок, который может лить двухкомпонентный силикон, компонент А, компонент Б, в равной пропорции они смешиваются, да, потом сшиваются. Вот это вот у нас контрактное изделие. Здесь просто производитель он как бы отрезан, да, чтобы не было идентификации. Это накладка на грудь для кормления. Вот, льем силикон, потом происходит термостатирование в течение 4 часов при температуре 200 градусов в специальном шкафу вытяжном, да, мы выдерживаем данное изделие. Отсюда выделяется такой едкий густой белый дым. Вот, все это у нас удаляется, уходит на улицу через фильтровальные установки, и уже изделие становится безопасным для контакта с пищей. А где сама машина силиконовая? Сама машина силиконовая здесь вот у нас располагается. Сейчас происходит техническое обслуживание, происходит нивелировка, так как у нас конец месяца, план выполнен, и как раз совпало с тем, что нужно делать техническое обслуживание, производит выставление по уровню станка. Вот одна вот получается вот она плита нивелировочная, и установлен нивелир. Станок изначально поставлялся как машина для литья силикона. Вы здесь уже сразу увидите разницу между горизонтальным узлом. Сейчас она как обычный термопласт-автомат работает. Видна разница: горизонтальный узел впрыска – это для термопластичных материалов, и вертикальный узел – это для работы с силиконом. Уже видна разница, да? Термопластичные материалы мы нагреваем, а в силиконе мы не должны нигде нагреть, не допустить нагрева нашего смеси, кроме как в самой форме. То есть у нас материальный цилиндр, у нас есть рубашка охлаждения. Вот, охлаждаем рубашку. Также в термопластичных материалах у нас есть горячий канал. При литье силикона это холодный канал, все охлаждается. Вот, если мы где-то нагреем, сошьется, и потом придется очень долго все это дело доставать. Соответственно, подача идет из специальных дозирующих устройств. Это силикон к нам приходил в емкостях 20 литров, такие баки 20-литровые, 2 бака. И с помощью плунжеров выдавливалось. Потом смесь, точнее силикон поступал в редуктор специальный, который повышал давление, шестеренчатый редуктор, повышает давление до 250 бар. И по шлангам все это у нас приходило на машину. Здесь у нас есть смеситель, статический смеситель. У нас есть отдельно узлы, можно так будет разобранные, потом можно будет посмотреть. И видим, заглушенные у нас 2 штуцера. Сюда подводились как раз вот шланги с компонентами. Потом в статическом смесителе это трубка и там внутри спираль. Происходило смешивание компонентов. Здесь у нас установлен редуктор, который снижает давление порядка 30 бар. То есть с давлением 30 бар наша смесь подается уже в материальный цилиндр. Там располагается шнек. И принцип действия такой же, как на термопласт-автомате. Даже здесь вот разница. Мы машину просто поменяли на машине материальный цилиндр. И даже здесь при впрыске видите, в отличие от термопласт-автомата, здесь будет время охлаждения, а здесь время нагрева в этой маске. То есть, получается, эта машина, она тоже как двухкомпонентная. Она На вертикальном узле силикон, а на горизонтальном... Она на самом деле трехкомпонентная. То есть здесь еще устанавливается третий узел впрыска. Он лежит отдельно. Он сейчас демонтирован, но он подключен к машине. Получается, полностью удалить его, просто включить физически устройство нельзя, и будет, машина будет сигнализировать об ошибке. Поэтому он просто снят, стоит рядышком, подключен. Вот, и мы всегда можем вернуться обратно на литье силиконов. Но так как сейчас это не востребовано, нет из заказчика, вот, мы работаем просто в режиме термопласт-автомат. А можете 2 слова рассказать вот про техническое обслуживание, замену пресс-форм, наладка? Какие у вас вообще роли есть у инженеров? Это один человек занимается ППРами, ремонтом? Состав смены. Смену мы работаем круглосуточно. Вот в смене у нас один наладчик
и 3-4 упаковщика. Вот. А упаковщики не только задействованы на термопласт-автоматах, да, то они еще делают какие-то другие операции. То есть у нас есть еще аппликация нанесения защитной пленки на стекла. Просто там тот же самый упаковщик стоит на машине, где изготавливается стекло, обрезка, да, то есть разные функции. Наладчик, что он делает? То есть если у него по сменному заданию есть установка пресс-формы, замена пресс-формы, да, то есть он это производит. С помощью крана, который мы с вами уже наблюдали, он производит съем пресс-формы и установку. То есть мы используем, у нас есть специальные монтажные, технологические монтажные карты. Монтажная карта, это, в ней написано то, как должна стоять пресс-форма. То есть наладчик берет карту, и в этой карте указано, какие шланги нужно взять. То есть у нас шланги отмаркированы, есть несколько типов размеров. Он берет уже, идет сюда и берет уже все, что ему нужно. Он уже не тратит время на поиски каких-то там комплектующих и периферии. Вот. Мы активно используем при установке пресс-форм приспособления для нивелировки. То есть у нас, видите, здесь есть установлен брус, и здесь у нас есть винты поджимные. Вот. Мы устанавливаем индикатор часового типа на пресс-форму и смотрим провисание пресс-формы в двух плоскостях. По вертикали и по горизонтали. При нивелировании в двух плоскостях мы записываем эти значения. То есть если мы смотрим заход на колонки, то есть как в одной плоскости заходит на колонки, как в другой плоскости заходит на колонки. Что это дает? Это типа как паспорт формы. Если наладчик делает проверку, и у него отклонение по вот этим параметрам, там, на несколько соток, допустим, провисание было 4 сотки, к примеру, стало у него там 5 соток или 6, это значит, что где-то есть проблема. Либо было техническое обслуживание пресс-формы, например, к примеру, слесарь раскрывает пресс-форму, и у них подкусывать начинают колонки, и колонку чуть загнуло. Вот это есть проблема, это здесь увидим. Вот. Дальше мы еще контролируем с помощью индикатора часового типа дыхание пресс-формы. То есть это при установке формы каждый раз делается? Это делается каждый раз. Помимо просто обвязки, то есть закрепили, обвязали и делаем вот как раз вот эту нивелировку выставления. А так как вот машины многокомпонентные, они оснащены поворотной плитой, такая вот круглая плита, то есть эта машина может вращать полуформу. Мы видели с вами изготовление двухкомпонентного изделия. Здесь есть все равно люфты. Несколько соток есть люфт. Для того, чтобы выставить нам полуформу подвижную как раз по индикатору часового типа, здесь как раз используется такой вот брус с поджимом. 99,5%, да, это всегда мы нажали кнопку, и машина поехала. А вот такого удалось добиться, это благодаря качеству машин, то, что они электрические, очень точные, или форма высокого качества, или сырье? Ну, большую роль играет, конечно, машина. Электрическая машина, которая дает повторяемость, высокую повторяемость. Вот. Машина интеллектуальная, я бы сказал, даже избыточно интеллектуальная машина. Если вы заметите, то у нас даже скорости всех роботов, они занижены. Для нашей производительности достаточно цикла 40 секунд. Можно робот, чтобы делал это все быстрее. У нас даже вот эти все функции по ускорению, они отключены, чтобы робот продлить его срок службы. Кто занимается ремонтами, ППРами? Вот, ремонт ППР у нас есть отдельная сервисная служба. В ней 3 человека. Они обслуживают не только наши станки, термопласт-автоматы, еще и инструментальный цех, металлообрабатывающее оборудование. То есть они механики, гидравлики, электрики? Ну, гидравлики вам не нужны здесь? У нас специалисты с опытом, да, не сказать, что кто-то спрофилируется просто на что-то одно. Кто-то электронщик, либо гидравлик. Все с опытом как бы, во всех областях. Да, широкого профиля. И мы уже по опыту работали с этими машинами, с энгелями, да. Мы их знаем, даже наладчики Энгель, когда приезжают, они говорят, даже вы лучше знаете машины, да, и просто там, нам доверяют какие-то там действия сделать. Даже были ситуации, когда просто предоставляли нам там код 13-го доступа, да, в свое время, когда Энгель еще поддерживал, да, и мы делали замену, и они полностью нам доверяют. Там попечатная машина,
И по технологии у нас есть клише и тампон. У нас есть заготовка. Здесь металлическое основание, на нем нанесен фотополимер. Вот, фотополимер, соответственно, отверждается под воздействием ультрафиолета. И этот неотвержденный фотополимер может вымываться с помощью спирта. Бывают еще водорастворимые, здесь у нас спирторастворимые. И у нас есть фотовывод, это пленка, на которой напечатано просто черной краской какое-то изображение, которое мы хотим получить. Оно накладывается сюда на фотополимер, потом все это вместе закладывается в специальную установку, где происходит засветка, утверждается все, что не было закрыто черным цветом. Получается, в данном случае здесь вот этот вот прямоугольник, он не отвержден, и мы с помощью спирта производим вымывание неотвержденного фотополимера. Потом здесь еще накладывается специальная пленочка с линиатурой. То есть это, как при печати вы наверняка видели, если букву в книжке приблизить, то она или даже в газете в виде таких точечек, да? То есть линиатура. Вот. Также еще идет повторная засветка. Вот. И в итоге мы здесь получаем под внутреннее ямку. То есть вот эта вот рамочка, это, соответственно, ямка относительно плоскости. Дальше у нас есть чаша, и здесь установлено, в этой пластиковой чаше установлено металлическое кольцо, ракель. Оно заточенное получается такое. Сюда наливается краска. Получается, у нас здесь все это вот так вот переворачивается. Вот устанавливается с помощью специальных приспособлений. Все это, да, вот этот переворот делать все сначала вот так, потом все это переворачивается. Соответственно, когда наша чаша сдвигается, вот, ракелем подчищается вся краска, в итоге у нас краска остается вот в этом поднутрении. Есть силиконовый тампон разной твердости, то есть делаем их тоже самостоятельно. Изготовлены у нас матрицы специальные заливочные матрицы. То есть мы готовим. Это алюминий? Это алюминий, да, хорошо отполированный. Здесь должна очень хорошая поверхность быть, чистота поверхности. Получаем тампон, отсюда вот он извлекается. Тоже делаем определенной твердости для каждого изображения разный тампон. Вот. И что происходит? Тампон опускается у нас в краску, краска переносится на тампон. Здесь даже вот виден след такой потертости, да, как вот работал весь тампон, такая, да, шероховатость. Вот. И дальше краска с тампона переносится уже на само изделие. Получается, тампоном наносится вот эта вот черная рамка, да? Не только черная рамка. А надпись Starline? И надпись Starline. Это отдельно, просто тоже две операции. Две операции. Данная машина, она четырехстанционная, четырехкрасочная. И за время нахождения изделия в области печати мы поочередно можем нанести сначала белый цвет Starline, потом черный цвет. Ну и, соответственно, еще есть два цвета. Коллеги, перед нами вакуум-формовочная машина. Мы сейчас посмотрим, как она работает. Попросим сотрудника заложить заготовку. Производится закладка листа, и машина запускается в цикл. Опускается поджимная рама, выдвигается верхний нагреватель, также есть еще нижняя платформа с нагревателями. Сейчас происходит нагрев листовой заготовки. В дальнейшем произойдет отход нагревателей в исходное положение и включится вакуум. Сейчас произошло формование и цикл охлаждения. Изделие обдувается воздуходувками. В дальнейшем платформа вместе с матрицей опускается вниз. И сейчас произойдет подъем поджимной рамы. И у нас уже получилось готовое изделие. Игорь, передай мне. Получается вот такой вот полуфабрикат. Это ложементы для наших изделий. В дальнейшем ложементы будут вырезаны в цехе изготовления пресс-форм на портально-фрезерном станке.
Коллеги, мы находимся на участке подготовки сырья. Здесь у нас производится сушка сырья и приготовление сырьевой смеси. Основной объем сырья у нас хранится на центральном складе. Сюда перемещается небольшое количество, которое нам необходимо в течение месяца. Мы растариваем мешки, растариваем их в бункера, в нижние вот эти емкости. И с помощью пневмотранспорта, с помощью вакуума происходит перемещение гранул на сушилке. Производится сушка сырья и в дальнейшем уже транспортировка с помощью пневмотранспорта на станок либо на дозатор. Здесь сколько видов материалов получается? Вот каждый бункер это отдельный вид материала, да? Каждый бункер это отдельный вид материала. 9 бункеров. 9 бункеров, 9 видов материала мы можем сушить со своими параметрами отдельными. Это был пластмассовый енот, канал ОТП и не только. Это был Андрей, который провел нам большую содержательную экскурсию по литьевому производству компании Starline. Надеемся, этот длинный ролик был вам полезен. Если был полезен, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Также заходите к нам на телеграм-канал, заходите в наш телеграм-чат для технических специалистов литья на термопласт-автоматах. И главное, помните, профессионалами не рождаются, профессионалами становятся. До свидания, до новых встреч!